Черная смерть – чудовищная эпидемия бубонной чумы, которая унесла от 75 до 200 миллионов жизней, а в Европе истребила больше половины, до 60% населения. Чума эта считалась началом апокалипсиса, знаком скорого прихода Антихриста. Откуда она взялась на самом деле? Как развивалась эпидемия? Как вообще люди выживали во время чумы и как пытались ее лечить? Причем тут сурки? И действительно ли чума побеждена до конца? Насчет того, как пытались лечить, вот посмотрите, как начали выглядеть врачи после пары сотен лет борьбы с чумой. Забегая вперед, у зловещей маски с клювом было медицинское предназначение. Какое, расскажем чуть позже, а пока начнем с самого начала. Вообще-то эпидемий в Европе всегда хватало. В 15 и 16 веках Англию и Германию опустошала смертельная болезнь, которую называли английский пот или английская лихорадка. Исследователи до сих пор спорят, что же это была за болезнь. Во время 30-летней войны в армейских лагерях свирепствовал тиф. И это не говоря уже про дизентерию, оспу и различные виды гриппа. В 19 веке началась серия вспышек холеры. Туберкулез за свою историю, как считается, вообще убил около миллиарда человек. Но ни одна болезнь не вызывала такого страха и такой паники, как черная смерть, она же бубонная чума. Пик черной смерти пришелся на 1348-1351 годы. За это время людские потери составили, в зависимости от региона, от 2/3 до 1/8 всего населения. Особенно страшными были потери в Италии, Франции и Англии. В Англии за пару лет умерло вообще около половины жителей. В средние века эпидемии чумы периодически вспыхивали в Индии, Средней Азии, Китае, Египте. В Западной Европе и Средиземноморье болезнь давала о себе знать как минимум с VI века, когда по миру прокатилась так называемая Юстинианова чума. Из Азии она попала в Константинополь эпохи императора Юстиниана I. Дальше источники отмечают вспышки с периодичностью в 10 лет, а потом чума загадочным образом пропадает на 6 столетий. Но вернулась она в 1300-е и опустошила весь континент. О том, где был первый очаг черной смерти, есть разные мнения. Например, такая версия. Причиной была миграция мелких грызунов в пустыне Гоби. Монгольские сурки заразу и переносили. Большая вспышка какой-то моровой язвы, которой могла быть чума, зафиксирована в 1338 году возле озера Иссык-Куль. Несколько лет спустя от эпидемии пострадали владения Золотой Орды, город Новый Сарай в нижнем течении Волги и соседние поселения. Можно предположить, что заразу разносили кочевые племена или торговые караваны, которые шли по Великому Шелковому пути. А вот в Европу черную смерть перенесли другие купцы генуэзские. Во время позднего Средневековья и Возрождения они владели колониями в Крыму, которые позволяли Генуэзской республике царить над черноморской торговлей. Эти торговые форпосты связывали две части света. С востока поставляли шелка, специи, пушнину, икру и рыбу, а с запада везли драгоценности и разные готовые изделия, которые потом разлетались по Приазовью, Руси и Азии. А еще значительная часть генуэзского бюджета обеспечивалась торговлей живым товаром. Это кто такие? Это рабы славянского происхождения, купленные у турок и татар. Рабов для перевозки набивали в трюмы кораблей, а вместе с ними ехали корабельные крысы и блохи. И никто в ту эпоху еще не понимал, что эти крысы и блохи могут быть переносчиками болезней. В 1346 году в Приазовье случилась вспышка чумы, и генуэзские корабли понесли ее в Европу. К 1347-му чума достигла Константинополя, затем Мессины на Сицилии. Никакая международная торговля не стоила того ужаса, который начался в благополучном сицилийском городе. Новости распространялись быстро. Когда корабли генуэзцев попытались вернуться в родной порт, жители Генуи прогнали их, открыв с берега огонь из катапульт. Блуждающие генуэзские галеры с зараженным экипажем нашли приют в Марселе. Но французы тоже достаточно быстро опомнились и изгнали заразных гостей, но распространение болезни было уже не остановить.
Вскоре черная смерть захлестнула всю Европу, от Португалии и Ирландии до Москвы. Это была настоящая пандемия. Как это выглядело? У нас есть свидетельства из первых рук, практически полноценный блок. Одна из самых известных книг эпохи Возрождения «Декамерон» Джованни Боккаччо. Сюжет там простой. Группа друзей отдыхает на загородной вилле и, чтобы провести время, рассказывает разные забавные истории, в основном про любовь. Но есть тонкость. Дело происходит в 1348-м, и уехали они из родной Флоренции за город, потому что в городе чума. Боккаччо пишет, что от смерти жителей Флоренции не спасают ни советы врачей, ни молитвы, ни карантин, ни истребление крыс, кошек и голубей. Большинство больных за 3 дня сгорают в страшных муках, а сама чума очень заразна. Передается не только через контакт с больным, но и через его вещи. Улицы усеяны трупами, мертвецов хоронят в общих могилах. Живые реагируют по-разному. Кто-то запирается в своих домах, а кто-то, наоборот, устраивает дикие пиры, отбросив любую мораль. За больными некому ухаживать. А бывает и такое, что люди бросают больных родственников на произвол судьбы, опасаясь от них заразиться. У зараженных чумой под мышками и в паху появлялись опухоли, которые, по выражению Боккаччо, разрастались до размеров яйца или даже яблока. Чумные бубоны. Затем опухоли распространялись на другие части тела, кожа покрывалась багровыми и черными пятнами. В общем, мрак. Далеко не у всех была возможность покинуть города и уединиться в загородных дворцах, как это делают герои Декамерона. Сам писатель, кстати, потерял из-за черной смерти часть родных. Из-за быстрого распространения современники сравнивали чуму с пожаром, который перекидывается с одного дома на другой. Это был для людей того времени очень страшный и понятный образ. Выгорали целые города. На ум сразу приходил всепожирающий огонь с неба, который упоминается в Откровении Иоанна Богослова, то есть в Апокалипсисе. Еще одно сравнение для чумы, к которому часто прибегали: град стрел, который посылает карающее божество. Этот образ известен с античности. Например, Аполлон в Илиаде поражает войско стрелами, которые несут болезнь и смерть. В христианской Европе чумные стрелы символизировали Божью кару, посланную за грехи. Находились у бедных грешников и заступники, Богородица, которая простирает над ними свой покров, и чумные святые. Одним из главных защитников от болезней считали святого Себастьяна по ассоциации. Мученик, расстрелянный римлянами за веру, стал олицетворением борьбы с пронзающими стрелами чумы. Отдельным счастливчикам удавалось выжить, особенно в малонаселенных областях. Например, есть документы об английских крестьянах, которые вернулись к работе всего через месяц после заражения Черным морем. Эту информацию записали, потому что феодала волновало, когда крестьяне смогут снова трудиться на его земле. Но это случай исключительный. Хроники полны упоминаний о людях, которые умирали прямо на улицах, не сумев добраться до дома. Французский монах Жан де Винет писал об эпидемии 1348 года. Люди болели 2-3 дня и быстро умирали, так что на их теле не было признаков болезни. Тот, кто сегодня был в добром здравии, на следующий день был уже мертв и предан земле. Тут важно отметить, что чума, возбудителем которой является чумная палочка, существует в 2 основных формах – бубонной и легочной. Говоря о чуме без признаков на теле, монах, скорее всего, имеет в виду легочную пневмоническую форму. Но еще больший ужас внушал бубонный вариант. После короткого инкубационного периода от 2 до 8 дней начиналась лихорадка, озноб, слабость, головная боль, раздувались лимфатические узлы, превращаясь в чумные шишки-бубоны. На поздней стадии они могли превратиться в открытые гноящиеся язвы. Все это, конечно, наводило на мысли об адских муках. Из-за быстрой и массовой смертности людей не успевали хоронить с полным соблюдением ритуала, что для средневековой Европы вещь вообще немыслимая. В те времена каждый уважаемый богобоязненный человек был прихожанином конкретной церкви, знал, какой священник даст ему последнее причастие, и мог надеяться, что гроб его понесут со свечами и пением. Теперь все это стало роскошью. Священников на всех не хватало. Могильщики, набранные из каторжан, тащили тело в ближайшую церковь и отправляли
выкопали первую попавшуюся могилу. В дефиците была даже освященная земля на кладбище, так что тела просто сваливали друг на друга в огромные ямы. Такое отступление от религиозных обычаев пугало не меньше, чем бубоны. Казалось, что последние дни настали. Как боролись с чумой? Не то, чтобы городские власти и врачи не пытались помогать населению, но лучшим способом спасения было признано бегство из опасных районов. Ученые французской Сорбонны, например, рекомендовали при наступлении черной смерти бежать как можно скорее, далеко и надолго. Состоятельные и знатные люди могли позволить себе вывозить имущество на телегах, и у городских ворот в результате образовывались целые пробки. Беднякам бежать было некуда и не на что. Друзья, очень короткий анонс. 29 августа, в последнюю субботу этого лета, мы по традиции проводим фестиваль нашего журнала «Чтиво Фест». Что это такое, если вы не были, очень коротко? Это музыкальная сцена с топовыми артистами. Это зона диалоги, где я беру интервью у интересных людей. Это гастрономическая зона, где всякие кафе и рестораны, там можно поесть и выпить. И зона поп-культуры, где будет происходить стендап. Узнать полный лайнап и купить билеты на фестиваль можно по ссылке в описании. В 1377 году в итальянской Рагузе впервые изобрели карантин. Затем постепенно появилась система справок о здоровье, но все это помогало мало. Бывало, что зараженные города окружала армия, и тут уж кто не успел, тот опоздал. В медицине тогда господствовала так называемая теория миазма. Считалось, что чуму, как и другие болезни, переносят испарения, исходящие от мертвых тел. Поэтому от трупов и нечистот старались избавляться, а помещения проветривать. Еще считалось, что защитить от чумы могут сильные запахи. Например, ладана, разных ароматных трав или мускуса. Поэтому продвинутые граждане выходили на чумные улицы, вылив на себя флакон духов с ладанкой на шее и с цветами в руках. По той же причине пахучие травы и составы клали в эти самые клювастые маски чумных докторов, которые ходили по домам больных в плотных черных балахонах и с тростью. Этой тростью они касались особо заразных. Ее же они пускали в ход, если начинались уличные беспорядки. Бубоны на телах больных врачи пытались вырезать и прижигать. Понятно, что толку от этого было ноль. Использовали и разные составы из минералов, растений и животного жира. Зараженных старались отправлять в лазареты и огороженные чумные бараки. Судьба больных при этом сильно зависела от конкретного заведения. Где-то, как в Венеции, в лазаретах работали врачи и священники, которые старались, если не вылечить, то хотя бы облегчить страдания. А где-то ухода вообще никакого не было, и речь шла скорее о карантине. Так что многие предпочитали сбежать или погибнуть, но не попадать в чумной барак. Некоторые ученые предполагали, что для чумы недостаточно одного только зараженного миазмами воздуха. Якобы вторым компонентом заразы является человеческий страх, который притягивает яд прямо из воздуха. Так что в попытках устраивать дикие пиры по меркам того времени был и чисто медицинский смысл. Людям казалось, что если не бояться и как-то отвлечься, болезнь к тебе не прилипнет. Атмосфера в чумных городах была тлетворная во всех смыслах. На улицах лежали трупы, которые не успевали убирать. Процветало мародерство, грабежи заколоченных домов, беспорядки и погромы. Деревни выглядели не лучше, там вообще не было врачей. Вымирали целые области, и современники описывают, как недоенные коровы бродили по полям среди неубранного урожая. Черная смерть осталась в истории как та самая чума, но она возвращалась и позже, вспыхивала то тут, то там, с интервалом в 10-12 лет. Например, Англию последняя большая чумная катастрофа поразила в 1665-1666 годах. Эпизод этот называют Великой Лондонской чумой. Эпидемии, жертвами которой стало около 20% населения Лондона, писатель Даниэль Дефо, автор Робинзона Крузо, посвятил исторический роман «Дневник чумного года». Ну а первая противочумная вакцина появилась только в 1897 году. Создал ее уроженец Российской империи Владимир Хавкин, ученик знаменитого Мечникова. В 20 веке антибиотики сделали чуму излечимой, при диагностике, конечно. Крупные вспышки, благодаря медицинскому контролю, стали маловероятны. Прививаться от чумы теперь рекомендуют только если вы входите в группу риска,
Но вот есть сурков в Монголии все равно не надо. Если у вас вдруг были подобные планы, надо от них отказаться. За последние 10 лет таким образом заразились и умерли около 10 человек.